Шановні друзі рибалки, перед початком нашого відео хочу вас познайомити з компанією Fishkiller. Це українська компанія, яка займається розробкою і продажем закормочних кораблів для рибалки. На даний час в асортименті компанії представлено дві серії кораблів – Пірат та Привід. І на ваш вибір є 4 моделі – 2 з автопілотом GPS і 2 без нього. Моделі Пірат мають 2 бункери по боках і 1 у задній частині, а у Привода тільки 1 великий бункер позаду. Всі бункери мають зручне верхнє завантаження з загальною масою до 2 кг, чого більш ніж достатньо під час рибалки. Днище усіх катерів виготовлено з ударостійкого АБС пластику заводського виконання, товщина якого аж 3 мм. На всіх моделях кораблів встановлена телеметрія живлення, тобто контролювати заряд акумулятора можна безпосередньо з пульта керування. Фари та габаритні вогні для нічної ловлі також керуються пультом. Це не дасть можливості загубити корабель в темряві або у сутінках. Для збільшення маневрування та легкого виходу із очерету, коряг або інших перешкод передбачена функція заднього ходу, а гребні гвинти захищені спеціальними решітками. Також для вашої зручності всі кораблі оснащені круїз-контролем та регульованим газом. На мій погляд, особливо цікаві моделі з GPS-автопілотом, і для риболовлі це дуже зручно, оскільки ця система здатна запам'ятовувати до 15 робочих точок і 1 домашню точку повернення. В усіх кораблях Fishkiller є дуже великий запас дистанції. Від пульта керування корабель може відплисти на цілих 500 метрів. Ємність акумулятора 5200 мАч, а це 4-5 годин активного використання. При цьому є можливість придбати окремо додаткові батареї і користуватися кораблем майже безперервно. До комплекту кораблика входить сам корабель, акумулятор, пульт керування з комплектом батарейок і зарядний пристрій. А також сумка-чохол для безпечного та зручного транспортування йде у подарунок. На всі моделі кораблів Fishkiller діє гарантія 6 місяців. Оскільки компанія працює напряму із заводами без посередників, то ціни вас приємно здивують. Посилання на всі моделі кораблів Fishkiller в описі до цього відео. Шановні друзі рибалки, всех витаю на нашем канале. В этом видео я покажу отличный способ, как можно очень быстро и надежно зафиксировать абсолютно любой бойл на вот таком обычном крючке без использования классического волосяного монтажа. Такой способ может пригодиться абсолютно при различных сценариях. Ну вот, например, расскажу об одном варианте, который иногда бывает у нас. Например, ловим мы обычным фидером где-нибудь на озере, где точно есть карп и карась. Используем флет-кормушку, но у нас на флете стоит не вот такой классический волосяной поводок, а обычный стандартный поводок с крючком, где непосредственно на сам крючок мы одеваем насадки и наживки, такие как, например, кукуруза, горох, перловка, черви, опарыши, ну и прочие насадки и наживки. И вдруг в процессе рыбалки у нас возникает желание попробовать половить на бойлы. Часто бывает такое, что вот рыба раньше клевала на кукурузу, а сегодня вот ни в какую не хочет, но при этом бойлы, скорее всего, могут сработать и можно таким образом выйти из ситуации. Но для того, чтобы это проверить, нужно перевязывать поводок, нужно вязать этот волос, если нет готовых, нужно доставать все эти карповые инструменты, иголки, сверла, там стопорки и прочее. И поэтому для того, чтобы попробовать половить на бойлы, а вдруг они не сработают, слишком много можно времени потерять на вот этих всех манипуляциях. Поэтому есть способ, который позволит на обычный вот такой крючок стандартный поставить бойл. Для этого нам просто нужно в рыболовную сумку кинуть вот такие винты для бойлов. Эти винты стоят очень дешево, продаются в любых рыболовных магазинах. Бывают вот такие пластиковые цветные, бывают вот такие вот, как справа, это металлические, они специально сделаны черного цвета, чтобы не блестели в воде на солнце, особенно на малых глубинах. И, как правило, вот такие пластиковые винты с крупным шагом резьбы используются на мягких бойлах, а вот такие вот металлические с мелкой резьбой используются на твердых бойлах. Особенно это такие бойлы, как плавающие бойлы, попапы. Они обычно идут такие довольно твердые, их даже иголкой тяжело проткнуть. И с ними лучше всего используем
вот такие металлические винты. Ну, поскольку у нас сейчас как раз такие вот есть баночка с попапами, это плавающие бойлы 12 мм, они довольно твердые, поэтому вот эти пластиковые винты мы отложим в сторону, а покажу вам все это на примере вот таких металлических винтов. Значит, достаем один винт. Вот так вот они выглядят. Колечко. И на конце резьба, как у обычного самореза. Вот это колечко мы одеваем на крючок. Как я уже сказал, это самый обычный крючок, привязан любым удобным способом, как умеете, так и привязывайте. И одеваем это колечко на крючок. Вот. Теперь нам необходимо его с этой стороны зафиксировать, чтобы оно через жало не слетело во время рыбалки. Это делается с помощью обычного резинового стопора. Если у вас такие стопорки, как у меня, видите, они довольно длинные, нам такие длинные не нужны. Их лучше всего ножом поделить пополам. Вот у меня уже один есть такой обрезанный. Его сразу стягиваем с этих проволок. Здесь они нам не помогут никак. И одеваем этот резиновый стопор на жало крючка. Очень аккуратно, потому что можно пораниться. Вот. Одели на крючок стопорок. И теперь его протаскиваем немного дальше. Где-то вот до поворота. Кстати, можно вот этим стопорком регулировать презентацию нашей насадки. То есть можно сделать вот так, как обычный волос. Вот он выходит отсюда напрямую. Вот цевья сразу идет сюда. Можно, например, подвинуть сюда вот подальше. Уже будет немножко презентация выглядеть по-другому. Ну, обычно где-то вот так мы делаем. Там уже в процессе рыбалки можно пробовать. И в принципе у нас все это дело готово. Осталось только накрутить сюда бойл, но я покажу немножко позже. Хочу сделать еще одну штуку и советую вам делать так же. Возьмем вот такую вот так называемую лентяйку. Это такая резиновая трубочка. Она увеличивает рычаг и придает жалу крючка более агрессивный угол атаки во время поклевки. И таким образом поклевка происходит более качественная, более результативная. Можно, конечно, использовать обычную там термоусадку, какой-то кембрик, но эти лентяйки стоят совсем недорого и можно их тоже купить. Чтобы не целиться этим шнуром туда в середину, потому что отверстие очень тоненькое, я использую иголку, но в принципе, если ее нет, можно и без нее. Так, перетаскиваем теперь трубочку на шнур и натаскиваем ее на ушко крючка. И так, чтобы эта трубочка залезла на узел. Как раз она его прикроет. И когда вы используете такую лентяйку, обязательно смотрите, чтобы в результате того, как вы ее одели на крючок, чтобы вот этот изгиб смотрел в сторону жала, а не наоборот. Вот это вот правильно надетая лентяйка. И теперь просто накручиваем сюда бойл на наш винт до тех пор, пока петля этого винта не упрется в насадку. Вот что у нас получается. Вот это вот полностью готовый такой вот монтаж. То есть мы видим, что без использования волоса мы благополучно подцепили на наш крючок бойл и можно спокойно ловить. Вот такой вот интересный, полезный девайс. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. Всем пока, до новых встреч!